Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня поделюсь с вами рецептом. Готовить мы будем горбушу. Горбушу будем готовить в духовке, то есть запекать в духовке. Но у горбуши есть такой, знаете, скажем, недостаток, она довольно-таки сухая рыбка. И при запекании в духовке получается вообще что-то такое, ну, не очень хорошее. Не очень хорошая, короче, штука получается. Я вам поделюсь рецептом и расскажу, покажу, как это сделать, чтобы горбуша была сочная, нежная и очень вкусная при запекании в духовке. Поехали. Для запекания, вообще для приготовления вот непосредственно рыбы, рекомендую, друзья, выбирать в магазине самцов. Это вот самец 100%. Видите, горб, нос крючком. Вот видите, у него верхняя губа загибается, крючок. И горбик появляется. Это у самцов. Рыбка зашла уже в пресную воду и начинает видоизменяться. У самочки они более прогонистые. Горба нету вообще практически, она ровненькая такая. И мордочка более аккуратная. Рыбка у нас продается вот такая вот непотрошенная. Цена 163 или 169 рублей, точно не помню, там на пакетике цена. Я 3 купил, 2 еще посолю, будет продолжение. Покажу, как ее сделать с симужным посола вкусного. Следующее видео будет. Так, друзья, эту, очень понятно, да, самцы, они более мясистые и более вкусные в кулинарном плане. Если вам нужна икра, то выбирайте, конечно, самочка. Но если вот вы готовите, то для приготовления лучше брать самцов. Разделываем рыбку на колодку, то есть по брюшку. У нас рыба просто навалена на прилавке, ни упаковки, ничего. Выбирайте, какая вам нравится. Хотите самочку, выбирайте самочку. Хотите самца, я вот 3 самца взял для засолки и для запекания. Видите, молоко. Все, как я и говорил. Рыбка чуть-чуть еще не до конца размороженная. С ней просто так удобнее работать, чище. Сердце поджарим, это вкусно. Молоки поджарим, валяем в сухариках, печеночку поджарим. Все остальное выкидываем из внутренностей. Вот молоко, вот печень. Видите, как удобно, когда рыбка мерзлая, вот желчь лежит. Все целенькое, ничего у нас тут не пачкает. Вот вторая молока. Вот это все жарится, это все вкусно, это все съедобно. Вот это выбрасывается. Теперь просто можно взять ложку и убрать почки. Это вот эта вот штука красная. Вот такая разделка по пузу называется разделка на колодку. Выбросили. И вот видите, рыбка абсолютно чистая. Сверху, если какие-то там сомнения есть, возьмите просто вот так ножом. Соскоблите все лишнее. И все, чешуя с горбуши не снимается, как из киты. Она мелкая, вырастает прям в рыбу. Чешую чистить не нужно. Все, рыбка чистая, видите? Ничего мыть не надо. Когда моете рыбу, вы смываете большую часть вкуса с нее. Так, теперь голову у лосося едят, это очень вкусно. Подрезаем вот здесь перемычку, берем жабры и просто пальцами вот так раз придавливаем и вот здесь подрезаем. Все, очень просто и легко, и практически никакой грязи нет. Все лишнее сейчас кровь уберем. Все, рыбка чистенькая, ничего мыть не нужно. Так, друзья, еще важный момент. Рыбу, прежде чем запекать, вот сейчас нужно ей дать пуля, чтобы она полностью разморозилась. Нельзя запихивать в духовку мерзлую рыбу. Все, рыбка чистенькая, готовая к дальнейшей работе. Просто оставлю ее, пусть она разморозится. Ну, с полчасика еще, и мы к ней вернемся. А пока сейчас займемся, сейчас я приберу и займемся подготовительными работами для того, чтобы это было все еще и вкусно. Сейчас все покажу. Так, друзья, пока рыбка размораживается, давайте подготовим зеленюшку. Возьмем немного свежего укропа. Красная рыба с укропом отлично сочетается. Для начала немного, но потом еще понадобится зелень, но чуть-чуть позже. И возьмем немного листиков петрушки. Вот, тоненьких прям. Вот так. Так. Потом тоже понадобится, но чуть позже. Друзья, теперь все это вот дело нужно меленько-меленько порубить. Прям максимально мелко. Хороший острый нож и
никаких проблем с этим у вас не возникнет. Так, ну все, зелень я порубил. Берем, друзья, для того, чтобы наша рыбка была сочной и вкусной, я предлагаю взять кусок сливочного масла, поставить его где-то возле батареи, чтобы оно стало мягким. С холодильника еще не совсем растаяло, но ничего, уже почти. В микроволновку его засовывать не нужно, потому что там оно совсем расплывется. А нам нужно, чтобы оно именно размягчилось. Смотрите, в это сливочное масло закидываем мелко рубленную зелень. Зелень может быть любая, какая вам нравится. Просто петрушка, укроп. Классическое сочетание, и хорошо к рыбе заходит, к любой. Так, дальше возьмем ступку, штучки 3 горошины черного перца, 4-5, да? Пару горошин душистого перца. Друзья, черный перец и душистый перец — это разные перцы. Душистый — это вот такой крупный, а черный мелкий. Сейчас это дело растолку, добавим наш соус, так скажем. Вот. Добавляем сюда. Немного, много не нужно. Теперь, друзья, такой важный момент. Рыбу мы не солим, потому что если мы сейчас посолим рыбу, она начнет соль вытягивать из рыбы жидкость, рыба будет сухой. Солим масло, ну, примерно вот на такой объем. Здесь рыбка чуть больше килограмма, наверное, ну, грамм 20 соли, мелкой, обычной. Все достаточно. Лучше потом подсолить. Так, все, друзья, перемешиваем нашу составляющую жирную, которая будет сочность давать нашей рыбе. Вот такое масло с зеленью. Можно завернуть его снова в целлофановый пакетик и кинуть в морозилку. И так колбаской скатать его. Отличное маслице куда-то там добавлять при приготовлении пищи. Все, супер. Так, друзья, дальше. Чтобы рыбка не пересыхала и чтобы все вкусное было внутри, я возьму кусок фольги. Фольгу покупайте, которая поплотнее, потолще. Она поудачнее будет. Немножко подороже стоит, но она хорошая. Берем фольгу, берем рыбу, закидываем на фольгу и, смотрите, делим масло, ну так вот где-то пополам. Начинаем это дело примерно вот так вот распределять по рыбе. Теперь переворачиваем. Оп. И с этой стороны то же самое. Оставшимся маслом обкладываем нашу рыбеху. Так, смазанную рыбку добавим. Друзья, это шкурка от мандарина. Мандарин я съел, а шкурку мы закинем просто вот так, для аромата. Когда масло растает, это будет вкусный соус с таким легким цитрусовым вкусом. Можно взять лимон. Ну, мандарин поинтереснее. Именно шкурка мандарина, не апельсина, ничего. Вот именно мандарина. Мандариновые шкурки сухие в Китае продают за очень дорого, кстати. Берем рыбку и когда плотная, с ней легко и просто работать. Все, друзья, рыбка подготовлена. Сейчас нужно разогреть духовку до 180 градусов. И будем это дело запекать. Так, быстренько почищу на гарнир пару картошек и продолжим. Так, друзья, пока духовка нагревается, можно заняться основой для нашего соуса, который будем подавать к рыбе. Возьмем зубчик чеснока. Я возьму 2. Любите чеснок, берите больше. Чеснок нужно сейчас меленько порубить. Точно так же, как мы рубили зелень. Так, друзья, мелко порубленный чеснок убираем в мисочку, тарелочку. Дальше опять берем зеленый лучок. Буквально там 2-3 перышка. Немного укропу, кончики. И также немного петрушки. Всю зелень рубим максимально меленько. Все, ароматная составляющая для соуса готова. Что с ней делать, кто не догадался, смотрите видео дальше. А кто догадался, пишите в комментариях. Все, это оставляем, это заготовка. Так, итак, друзья, все, духовка разогрелась. Картошку я почистил, сейчас быстренько на гарнир. Щепотка соли, щепотка тимьяна, щепотка розмарина,
Немного сухого чеснока. Почему сухой? Потому что свежий будет гореть. Растительное масло, чтобы все это дело держалось и чтобы картошка была с корочкой. Перемешиваем. Вот такая вкусная картошечка будет. К такой рыбке подойдет не только картошка, но и, скажем, там отварной рис можно сварить. Или какие-нибудь мелкие макаронные изделия. Очень хорошо подходит к именно таким способом запеченной рыбки. Там и соус будет вам морошком и все. Но мне нравится картошка. Так, все. Заложили. Ставим в разогретую духовку все это дело, минут на 20-25. В зависимости от мощности вашей духовки. Примерно через полчаса мы к ней вернемся и посмотрим, что получилось. И я расскажу, что делать дальше. Это еще не все, друзья. Итак, друзья, прошло полчаса. Время как раз обед. Сейчас достану и покажу, что будем делать с рыбкой дальше. Так. Шкварчит все. Все отлично. Так, сейчас сделаем следующее. Сейчас чуть-чуть фольга остынет только. Горячо. Сильно горячо пока. Аккуратно разворачиваем, чтобы ничего у нас оттуда не вытекало. Это важный момент. Поэтому я говорю, берите и либо двойную фольгу делайте, либо лучше взять сразу подороже, которая толстая, плотная. И будет то, что надо. Друзья, смотрите на это. Так, это уберем. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Я про шкурку мандарина. Смотрите на это. Вот видите, сколько горячего масла и сока вытекло из этой рыбки. И вот сейчас нужно сделать следующее. Отодвинем, давайте в сторону. Маленько неудобно мне будет, но постараюсь вам показать, что надо сделать, что я хочу сделать сейчас. Духовку я еще пока не выключал, друзья. Смотрите, я возьму сейчас рыбку вот так, подправлю вот здесь и попробую с нее слить вот этот весь сок в наш подготовленный. Вот так. Смотрите. Все это дело горячее. Размешиваем. Так. И вот в этот соус к нашей рыбе, я думаю, отлично будет добавить немного лимонного сока, друзья. Так, косточки. Представляете, какая это вкуснота получается. И косточки упали. Ну, ничего страшного, косточки достанем. Соус к рыбе готов. Сюда еще нужно немного потереть, потолочь черно-молотого свежего перца. Но это чуть позже. Пока вернемся к рыбе. Это еще не все. Рыбу сейчас в фольгу вот так вот подворачиваем. Зеленюшку всю, которая лежит на шкурке, мы просто сейчас сдвинем. Иначе она у нас может просто, друзья, подгореть. Так? Вот просто уберем ее и все. В сторонку на фольгу. Как она пахнет, вы просто не представляете. Не, наверное, представляете. Это должно быть очень вкусно. Все. И закидываем опять минут на несколько, 10, может быть, 15. Просто, чтобы задалась небольшая корочка. А соус, пока подождет, настоится сейчас. Он будет только вкуснее. Так, закидываем в духовку еще минут на 10. Так, друзья, пока рыба доходит, перчим соус. Черный свежий молотый перец. Попробуйте. Если чего-то не хватает, то, возможно, придется добалансить. Я его попробовал, маловато соли. Побоялся сильно солить. Чуть-чуть соли добавим. Так. Я хочу для аромата чуть-чуть сладости и аромата. Это у нас будет, друзья, буквально чайная ложка меду. Если есть кислота, то к кислоте для баланса я всегда добавляю либо сахар, либо мед. Это отличное сочетание, и это всегда вкусно. Так, и единственное, что осталось, консистенция, чтобы была более однородная. Если возьму блендер и все быстренько это дело взобью. Итак, друзья, смотрите, рыбка готова, шкурка чуть-чуть подсохла. Слышите? Все, сейчас чуть-чуть пусть остынет, выкладываю это на тарелку и будем пробовать. И покажу, что соус сбил на блендере. Получилась вот такая вот очень вкусная ароматная субстанция. Сейчас все покажу.
Сейчас главное отсюда ее извлечь и на тарелку перевести. В принципе, наверное, даже можно прям с фольгой это делать. Сейчас попробую. Итак, друзья, смотрите. Все, рыбка готова. Теперь что нужно сделать? Берем нож и вот так, вот смотрите, возле головы подрезаем кожу. И по спинке, насколько она нежная и мягкая, сейчас я вам покажу. Так, и вот здесь еще вот так вот сделаем надрез. Теперь берем кожицу. Она поджаренная и вкусная уже сама по себе кожа, очень. Но я хочу вам показать рыбу. Как это все пахнет, а? Горячо. Так, ну и самое главное, это забыл. Друзья, вот этот соус берем, поливаем им рыбку, картошечку. Остальной соус можно вылить в соусник и поставить на стол отдельно. Ну что, давайте пробовать. Аромат стоит просто сумасшедший. Опа-на. Не знаю, будет видно, нет на камеру. Смотрите. Видите? Рыбка нереально сочная. Пропитана вот этими всеми ароматами. Ну все, я пробую. Косточки сейчас только уберу. Друзья, как говорит один известный блогер, нежнейшая. Правда, очень нежная. Очень-очень мягкая. Очень все это ароматно пахнет. Зеленюха вкус рыбы подчеркивает, не перебивает нисколько. Картошка с чесночком. Друзья, вы должны это попробовать. Я думаю, попробуйте разок и будете готовить так постоянно горбушу. Это очень вкусно. Кстати, так можно готовить не только горбушу, любую суховатую рыбу. Судак будет отлично, я думаю. Он тоже не жирный. Или, скажем, щуку. Это очень рекомендую. Обалдеть. Друзья, никогда не заливайте рыбу кислотой до того, как вы ее приготовили. Кислота разбивает белок, и получается рыба вареная у вас до того, как вы ее приготовили. Так как мы посолили масло, а не рыбу, все соки, вся жидкость осталась в рыбе, все это запечаталось. И все это вот настолько сочно получилось. Очень вкусно. И недорого, что самое главное. Друзья, наверное, всем интересно, что с молоками стало, да? Давайте уже раскурочу ее до конца и покажу вам все. Молоки, вот они. Макнем соус отдельно. Нет, друзья. Все. Надо заканчивать это видео. Это надо пробовать. Это надо кушать сразу, пока оно горячее, пока оно сочное. Холодное будет тоже, наверное, неплохо, но горячее это что-то. С этой картошкой. Гарнир, не надо рис, делать вот такую картошку. И будет прям то, что надо, топ. Все, друзья. На этом видео заканчиваю. Всем, кому было интересно и полезно это видео, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно и бесполезно, ставьте пальцы вниз. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Скоро будет симужний посол горбуши. Покажу, как солить сухим посолом. Вкусно и аппетитно получается. И ничуть не хуже, чем более дорогая красная рыба семейства лососей. Ну все, друзья. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем до встречи и всем пока.